Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что прояснится? Что уходит, а что придет взамен? Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 апреля. Первая половина апреля она могла быть в растяжку словно. Или какие-то паузы, неопределенности. Но то, что нам больше драйва, больше темпа жизнь добавит во второй половине апреля, это точно. Для кого-то из вас это может и еще более убыстряться, чем вы это предполагали. Поэтому приготовиться к тому, что некоторые события будут развиваться сами по себе и достаточно интенсивно, определенно стоит. Но и великая ретроградность, о которой я много говорила в своих видео, она у нас длилась, начиная с последних месяцев прошлого года, и она у нас закончилась 13 апреля, когда Венера перешла в прямое движение. И это как вишенка на торте, потому что Венера отвечает за все вопросы благополучия. И вполне вероятно, что бы мы тут не думали, но вот те события, которые мы уже с вами прожили, мои дорогие стрельцы, они подводили нас к какому-то итогу. Карта башня. То есть, ну, все равно, вот смотрите, да, две карты. То, что я говорила, в принципе, что уходит, а что придет взамен. Какая-то история словно может завершаться, или вы можете сами что-то завершать, вот это подвешенное состояние, или я его называю Т-образный перекресток, словно мы шли куда-то и уперлись в стену. И дальше мы не можем так идти, или мы не можем действовать, мы не можем на кого-то рассчитывать, или какие-то контакты мы вынуждены пересматривать. Нам отсюда, с этой точки, либо направо, либо налево. Это могут быть сильные эмоции, потому что наши планы могут рушиться. Это правда, башня. Но все же башня в первых колодах Таро – это прообраз тюрьмы. Это наше в чем-то заточение. Может быть, в наших иллюзиях или в наших надеждах, обещаниях людей нам что-либо, а мы искренне верим и продолжаем чего-то ожидать. Но в конечном итоге вот из этой тюрьмы мы выходим, из какой-то зоны ограничений или из той зоны, может быть, наших пустых надежд, но это для нас совершенно необходимо, потому что реальность имеет другую цену. И вполне вероятно, вот то, что с вами произошло, начиная с последних месяцев 2024 года, или пусть какая-то ваша история, мои дорогие стрельцы, она вас на сегодняшний день, в конце апреля, может поставить перед выбором – ждать или отпустить. Повторить еще раз какой-то сценарий или организовать свою жизнь в каком-то более оптимистичном и одновременно реальном ключе. И все же мы с вами спрашиваем, что уходит, а что придет взамен. Следующая карта, что уже прояснится, какая тайна откроется. Может быть, и глаза откроются, я этого тоже не исключаю. Неожиданные события, неожиданные новости – это то, чего вы не ждете. Теперь мы достанем с вами 3 карты, как знаки судьбы, или, возможно, нам раскроют вопросы, сферы жизни. Это оракул Ленорман. Как знак судьбы, события ближайшего будущего. Или чем вам придется заниматься, какие вопросы, в каких энергиях решать в течение с 20 по 30 апреля. Как знаки судьбы, события будущего. И мы достанем на колоде Таро еще одну карту «Совет». А после мы достанем еще 3 карты. Они будут свидетельствовать о разных сферах жизни. Итак, что же уходит? Вот и пусть идет тройка мечей. Ну, наверное, все то, что я сказала еще до карт. Вот эти астрологические тенденции, они на вас влияют. Но тройка мечей, мои дорогие, обратите внимание. Вроде как есть сердце у нас, но искусственное сердце. И 3 ножа, 3 меча, которые проткнули, пронзили это сердце. Но в то же время мы с вами видим книга, дневник, тут здесь написано, и разлитые чернила. Для кого-то из вас это могла быть буквально длительная переписка, контакты с каким-то человеком. Вам кто-то обещал что-либо. Или вы, мои дорогие стрельцы, вы солнечные люди и оптимисты, это правда. Но вы, ваша планета-управитель Юпитер. А все же Юпитер, как и Сатурн, это 2 основные планеты власти. И если вы
предполагали, что с вами будут поступать точно так же или в тех же энергиях, как это делаете вы, а вы больше склонны, чтобы все было по закону или по власти, будем говорить, да, по какой-то системе иерархии. И если человек обещает, значит, он должен сдерживать свое слово. Но это совершенно не гарантирует того, что люди могут думать по-другому. Они могут вести какую-то свою игру. А мы где-то наивные, понимаем, что, ну, нет, ну, не могут с нами поступить. Не могут, потому что этого не может быть никогда. Вот даже с этой фразой может у вас быть какое-то значение событий в вашей жизни, когда вы не предполагали действий от конкретных людей. Или, может быть, это будет касаться, ну, каких-то разочарований в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Вот что-то не вяжется, не согласовывается у вас, или точнее не согласовывалось, что в принципе такое может быть. И тем не менее, тройка мечей, карта прошлого. Это не теперь, это та ситуация разрушительная, которая с вами уже случилась. И вот что уходит? Это уходит. Уходят какие-то тягостные эмоции, уходит разочарование. Может быть, окончательно, где-то к концу апреля вы уже понимаете, я могу наделить разными качествами человека, но это не значит, что он будет таковым. Мы можем где-то замечтаться, но так или иначе нам приходится учитывать эту реальность. Мы выпали из какого-то времени или в какой-то продолжительный срок, может быть даже так, из того, что существует в нашей жизни. И вот теперь мы оборачиваемся назад и понимаем, что, возможно, какой-то период жизни мы проживали словно в иллюзиях. Вот такое может быть. И карта, обратите внимание, мне она очень нравится, потому что сердце, оно уже не болит. Здесь как будто искусственное сердце, как макет. Это словно тот человек, который долгое время... И, кстати, комната, она где-то и похожа на эту башню или тюрьму. Она такая невзрачная, она тяжелая, темные стены. Это наше переживание, это наши где-то эмоции, это где-то наша и обособленность, некоторое заточение. И это все закончилось. И вот теперь самое время в чем-то поставить точку. И, скорее всего, вот этот дневник, когда человек был длительное время погружен в себя, он писал дневник, он думал, что ему это как-то поможет, а теперь он понимает, да нет, никакой дневник тут не поможет. Тут нужно увидеть, что есть в реальной жизни. И, видимо, этот пункт, он свершился. Это как какая-то точка невозврата, она уже пройдена. Это сам человек, вот этот макет пронзает тремя мечами для того, чтобы поставить не просто одну точку, а 3 точки и никогда не вернуться в какую-то прежнюю ситуацию, никогда не довериться или не повестись на какие-то обещания. И нет человека на карте, значит, он не просто поставил точку, а он встал и ушел. Все, прошлое завершилось. Но, тем не менее, как память, она сохраняет ошибки прошлого, чтобы еще раз, ну, не найти вот эти самые старые грабли или не повестись на чьи-то обещания. Что же придет взамен? Туз мечей, выход из лабиринта, выход из заточения, выход из какой-то сложной ситуации, выход, может быть, из разрушающих отношений, выход, может быть, по работе у кого-то из вас, потому что тоже нужно вроде как принимать какое-то решение, не может так продолжаться, нет никаких перспектив. Вокруг вот эти 4 стены, достаточно мрачная обстановка, и нам кажется, вокруг тоже все настроено против нас, но это внутреннее состояние, которое у вас уже уходит, поэтому вы с чем-то можете проститься, причем, мои дорогие стрельцы, достаточно легко. И пусть сама причина, она тяжела. Но вот теперь в апреле вам сделать это будет значительно легче, потому что вы уже видите какие-то горизонты. Какая-то история заканчивается, и вместе с ней заканчивается лабиринт. Давайте мы узнаем, что же прояснится. А вы поверите в себя. Посмотрите, карта силы. Да, это карта дипломатии. И, кстати, мы по ней никому ничего не доказываем. И даже если мы понимаем, что с нами поступили, мягко говоря, некрасиво, или была какая-то внешняя, может быть, атмосфера, когда
Действительно, обстоятельства непреодолимой силы. Но мы не можем продолжать до бесконечности сидеть в этом мраке. И мы выходим. У вас очень логически стройно ложатся карты, поэтому это ваша сила, это ваша ресурсность, это вера в себя, что я могу все. Мне самое главное не устраивать себе вот эту глубокую философию. Или заново в памяти не оживлять снова и снова себя, вот эту внутреннюю рану, которая, может быть, еще окончательно не закрылась, ее в себе не теребить. Здесь важно просто идти вперед. Причем вот этот период окончания апреля для вас, мои дорогие стрельцы, означает период ресурсности. Неожиданные события или то, чего вы не ждете. Вот смотрите, 5 мечей. Будет, конечно, хотеться с кем-то поспорить. Или с вами могут спорить. Вы можете надумать какой-то свой план, но я с уверенностью могу сказать, что стратегию, тактику вы будете менять. Возможно, вы будете и многие другие планы тоже корректировать, и это может не нравиться. И вы, возможно, это то, что вы не ждете. Вы не ждете какого-то конфликта с человеком, или, может быть, вы к чему-то даже относитесь достаточно спокойно, но для кого-то из вас вам придется сделать ряд важных заявлений, я такое не исключаю, и тогда в ответ реакция будет как конфликта или какого-то спора, 5 мечей. И для вас будет важно не увязнуть в этом споре. Но если есть человек, который, может быть, даже расслабился, он был уверен, что его игра будет продолжаться. Или пусть это ситуация по работе, когда тоже вы можете заявить, к примеру, на работе о том, что я увольняюсь, я ухожу. Конечно, было бы неплохо найти предварительный какой-то вариант для смены работы. Почему это важно? Потому что это ваша сила. И у вас сейчас ресурсный период, поэтому для тех из вас, мои дорогие стрельцы, у кого патовая ситуация на работе, вы устали или от какой-то многозадачности, или от пустых обещаний. Выполни, к примеру, работу, а мы тебе заплатим. Эквивалент, он как бы не приходит. Ну или тысяча еще каких-то вариантов, таких, которые вас, ну, буквально измотали. Так вы можете действительно кому-то сказать «нет», или «я ухожу», или «я отпускаю какую-то ситуацию и ставлю в этом точку», и вполне вероятно, что спор будет инициирован другой стороной. Или вас могут пытаться и уговаривать, но в конечном итоге, видя ваше твердое «нет», с вами тут же могут начать спорить. И этот спор может перерасти в конфликт. И мы спросили, то, чего вы не ждете, что же тут откроется, или как неожиданные события. Вы можете услышать о себе массу какого-то негатива, поэтому будьте к этому готовы. Но происходит это почему? Потому что вы кому-то говорите «нет». И я сказала, вначале могут даже уговаривать, или могут пытаться вас словно удерживать, или пытаться с вами договориться. Но когда видят, что это сделать невозможно, тогда истинное лицо люди откроют. И это, скорее всего, будет как то, чего вы не ждете. Вот те манипуляции, которые были предприняты в отношении вас прежде, они теперь обнажаются, и вы это видите. Как же оно обстоит на самом деле? Давайте посмотрим, как знаки судьбы, события будущего. Кто-то из вас может засобираться в поездку или поиск работы, которая связана с путешествиями, с командировками. И да, вторая половина – это астрологически, мои дорогие стрельцы. И если вы мечтаете действительно больше путешествовать, видеть мир, может быть, вы будете именно искать род, вид деятельности, занятости или работу, которая вам позволяет путешествовать или перемещаться, то тогда вы такую работу можете найти. И для вас это благо. Тут самое главное, мои дорогие стрельцы, вторая половина 2025 года. Не сидите на месте буквально, не прирастайте, ну или к какому-то стулу, будем так аллегорически говорить, или не находитесь в режиме какого-то бесплодного ожидания. И корабль – один из символов Меркурия, много новостей. Может быть, эти новости, которые и к вам приходят как предложение. Вы сами ищете какие-то варианты, и найдете вы много вариантов. Да, вот действительно будет этот выход из лабиринта, но из всех вариантов, которые либо вы найдете, либо вам что-то будет предложено, вам придется выбирать, ну, так достаточно реалистично, чтобы еще раз не попасться на какие-то обещания, не повторить ошибку.
Но это еще и исполнение желаний карта. Поэтому как минимум одно желание у вас исполняется. Такое, знаете, очень важное, очень емкое, потому что на кону аркан сила, самовыражение. Или пусть это будут вопросы работы, или пусть, когда вам нужно с кем-то договориться, вот с теми, с кем вы посчитаете нужным договориться или установить дипломатические, миролюбивые отношения, у вас получится. Но тут самое главное по аркану сила, чтобы вот этот лев, который показан нам на карте, это прообраз нашего эго. Так вот, наше эго в виде эмоций нам не должно осложнить жизнь, мои дорогие. Договариваться придется. И не упустить какой-то момент. Знаки судьбы, события будущего. Мне нечего сказать. Действительно, выход из какой-то разрушительной ситуации, из сожалений, из разочарований. Выход не просто из лабиринта, а к солнцу. Аркан солнца – это, безусловно, радость, это возможности, это то, что вы о чем-то мечтали. И здесь, может быть на шаг ближе к своей мечте или осуществить даже по работе, например. Вы мечтали всегда получить работу именно определенную какую-то или работать в определенной сфере. Пробуйте, потому что вполне вероятно, что-то у вас может решиться. Я не говорю на 100%, конечно, но тем не менее аркан солнца. Здесь что-то хорошее к вам приходит на смену тому, что вас разочаровывало. Но это все зависит от ваших усилий. И, скорее всего, та возможность, которая у вас может быть во второй половине апреля, будет свидетельствовать о том, что вы этим будете заниматься до конца 2025 года. Знаете, тут какой-то новый драйв у вас явно намечается. Или, кто знает, может быть, какая-то новая история и отношений тоже. Вы можете познакомиться даже с человеком, будучи в поездке. Такого я тоже не исключаю. Знаки судьбы или... Хоть и мы и спрашивали, какая сфера, но обе карты нам не говорят конкретно о какой-то сфере. Но больше я вижу, конечно, это сфера работы, потому что или работы, или ваших достижений, честолюбивых планов. Но карта Солнца, вот она именно о нашем здоровом честолюбии или когда мы долгое время наступали на горло собственной песни, потому что обстоятельства нам казались именно таковыми. Или когда мы чувствовали, вы, мои дорогие стрельцы, вы люди ответственные, и вы могли чувствовать, ну, как знаете, я должен, да? А здесь вы можете понять, а ничего я никому не должен или не должна. И для вас это будет как открытие. Я должен или должна самой себе или самому себе реализовать какой-то свой проект или план, или идти туда, куда меня зовет душа. Но это создает некоторую развилку. Может быть, у нас здесь бубны. Кстати, солнце – это тоже бубны. Для кого-то побудительным мотивом будет то, что вам нужно решить еще одновременно какой-то финансовый вопрос. Для кого-то по работе действительно это могут быть как даже разные варианты работы вы будете выбирать. Но одно нам карта говорит, что с этой точки ты должен идти только вперед. Это, наверное, тройка мечей, когда прошлое завершилось. И теперь либо направо, либо налево вам придется до конца апреля выбирать. Или это пусть будет по работе, у кого-то может проиграться так, что, к примеру, вторичный доход или какая-то ваша, как ремесло, дополнительная занятость, здесь вам может оказать очень существенную поддержку, и вы можете сделать ту работу, которая была, к примеру, как подработка, или вы через нее увидите для себя новые варианты или возможности как и заработков, так и работы. Может быть, для кого-то из вас это удаленная даже работа может быть, или работа из любой точки мира, или, мои дорогие, вы можете что-то начать и изучать. Масса профессий, в которых мы можем быстро приобрести вот эти навыки, ну, как ремесло, за считанные месяцы и приступить к этой работе. Вот у кого-то из вас разворот на 180 градусов, и этого я тоже не отрицаю. Давайте мы с вами узнаем, что же нам, как карта совет. Прообраз Юдифи, королева мечей, это карта рационального человека, это карта того человека, который прошел какой-то сложный путь, который его научил хранить тайну. Хранить тайну о том, что он собирается делать,
не рассказывать о себе больше, чем следует, не предвосхищать какие-то свои события, то, что вы намереваетесь, опять же, куда пойти, что сделать, каким образом, а у вас могут выведывать или расспрашивать, вытягивать так вот постепенно из вас информацию. Храните молчание. Это первое, о чем говорит эта карта, и надейтесь на себя. Юдифь, наверное, поэтому и вошла в историю. Это героиня Ветхого Завета. Кому интересно, я думаю, вы найдете информацию в интернет. Но ей помогало именно молчание. Никто не знал, что она задумала, куда она отправилась. И именно это. И плюс, знаете, какая-то от начала и до конца организация того дела, которое вы планируете, оно быть должно целиком и полностью построено именно на ваших действиях, на вашей активности, и здесь не должно быть просчета. И совершенно необходимо хладнокровие, потому что здесь мы можем, ну, где-то прийти в недоумение от увиденного или от услышанного. Вас ничто не должно цеплять эмоционально. Вот такое холодное отношение, холодная голова или очень здравые рассуждения вам будут помогать. Ну и, как я сказала, молчание золота. Кому интересно и кто не знает про образ Юдифи, найдите, прочитайте. Вот эту энергетику переложите на свою жизнь. Это как карта совет, и значит, такие энергии вам помогают. Дела, работа, бизнес, сфера достижений. Давайте посмотрим энергии. Луна, 1000 еще неопределенностей. Слушайте свою интуицию, кстати, с королевой мечей, да. Это карта интеллекта. И если мы говорим об интуиции, что такое интуиция? Это интеллект или как высшее знание плюс наш опыт. Поэтому действительно интуиция это не есть самокопание. Это не вот этот вот дневник, когда мы, ну, где-то так вот экзальтируем, о чем-то мечтаем. Нет, мы именно то, что есть в реальной жизни, одновременно соединяем с нашим опытом или ошибками. Мы не хотим еще раз что-то повторить. И у нас правильные подсказки дает нам наше шестое чувство. Наша душа, она мудрая. Она всегда знает, что делать. Или наоборот, куда не стоит двигаться. Поэтому слушайте свою интуицию. С другой стороны, избегайте, мои дорогие стрельцы, мест скопления людей. Всегда по аркану Луна меня несет толпа, вот есть такое выражение, да, и здесь есть риск в том, что мы словно пытаемся пронестись на полном ходу или быстрее какое-то дело осуществить, или буквально мы торопимся, и мы можем оступиться, потому что мы что-то делаем на автоматизме. И я уже говорила, с учетом арканы королевы мечей, вам нельзя делать что-то на автоматизме. Вы должны быть осознанны, вы должны все подмечать, что происходит. И это вас где-то убережет от ошибок или буквально поможет не отступиться. И даже если, пусть вы находитесь даже в коллективе, например, да, в коллективе иногда у нас тоже бывают такие кулуарные какие-то группа людей, которая, к примеру, может идти против руководителя или к чему-то подговаривать, или, знаете, создавать какую-то вот, ну, конфронтацию даже, да, вот вам в этом участвовать категорически нельзя. Здесь тоже будет риск. То есть там, где толпа, или там, где скопление народа, там, где пытаются что-то замышляют, да, мои дорогие стрельцы, берегите себя, вам в другом направлении, вот конкретно. Деньги. Может быть, у кого-то отправная точка, как я говорила, именно денежная ситуация, которую нужно решать. Вот эта развилка из-за денег. Может быть, вы и вынуждены были потратиться, или вы приходите к выводу, что сейчас действительно необходим вторичный доход, например, потому что основная работа вам не приносит должного эквивалента. У кого-то тут могут быть разные вопросы по деньгам, может быть, вам нужно решить по деньгам какой-то вопрос, может быть, оплата налогов, да, или вы кому-то дали обещание, что будете помогать, возможно, кто-то из вас подписал и какой-то документ, что вы обязуетесь, да, пошли в поручители кому-то. И тем не менее, вот этот вопрос нужно как-то для вас решать. Ну, самая разная палитра, ну, вот выход из этого подвешенного положения у вас должен быть найден. По крайней мере, по деньгам, если мы говорим на 10 дней, на декаду, не самый большой срок.
И у каждого своя составляющая. Я могу предположить, что деньги где-то могут и задерживаться в эти дни, но даже если они приходят, у вас очень добрые карты. И я так вижу, что в конечном итоге деньги вы все равно получаете. Но тогда вот эта карта-развилка с учетом карты повешенного. Вы должны какую-то реорганизацию, реструктуризацию своей жизни сделать. И по части именно ваших доходов. Вы не можете все оставить без внимания или надеяться, что как-то там потом ситуация выровняется. Нет, время принимать важные решения. И деньги, конечно, даже если они приходят аркан Солнца, то все равно мы их не тратим. Личная жизнь. Ну, какая-то перезагрузка, мои дорогие, это правда. Нулевой аркан. И я сказала, не оступиться. Будьте внимательны, решая те или иные вопросы. Будьте внимательны, подписывая документы. Будьте внимательны с новыми людьми. К вам могут как раз и обращаться, в вас могут чувствовать силу, но где-то пытаться и на этой волне вас словно купить. Купить я имею в виду не буквально, а льстить, к примеру, мы уже об этом с вами говорили, или пытаться на вас воздействовать разными способами. Поэтому здесь как не поддаться на какую-то лесть, так и не поддаться на какой-то конфликт. Не побежать из-за конфликта, знаете, вот как хлопнув дверью. Все же у вас карта сила, аркан, старший – это дипломатия, она вам помогает. Если ты умеешь обходить острые углы, о себе много не рассказывать, то твоя позиция, она будет практически неуязвима. И тогда и желание сбудется, и вот эта дорога к солнцу, она будет интересна на воодушевленном подъеме. И тогда и по развилке, да, вот этот выбор тебе сделать будет намного проще, а главное – понятнее. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.